Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы начинаем наш очередной выпуск клуба кинопутешествий. Приветики. Вот вы нас все время спрашиваете, а где у нас продается черешня? Очень часто мне этот вопрос задают. Друзья, а зачем ее где-то покупать, если просто вдоль дороги растет чудесное дерево, на котором растет офигительная черешня, которую я вам сейчас вот покажу поближе. А то так не видно, так-то не видно. Вы думаете, просто зелень, да? Сейчас. А теперь смотрите. Вот это все. Все в черешне. Все. Сегодня суббота, 16 июня, и мы с Таней отправляемся в очередное плавание, хотел сказать. Ну, в принципе, да, по волнам нашей юности. Да, отправляемся в одно место чудесное, которое я очень давно хотел вам показать, потому что и сам там не был, и хотел, ну, увидеть. Где? Понятия не имею. Куда-то мы приехали. Обещали, что здесь будет красиво. Мы с вами приехали к замку Блатна. Это средневековый водный замок, первое упоминание о котором восходит к 1235 году. Замковый комплекс располагается посредине парков и озер и считается одним из ценнейших памятников архитектуры в своем роде. Замок заслуживает отдельного внимания, но мы, к сожалению, сегодня пришли не ради него. Сейчас вы поймете. Ну что, ты готова? Я готова. к приключениям? Я готова. Пошли. В одном из изданий я прочел такое определение этому замку: самый мимимишный замок Чехии Блатна. И, наверное, это правда. И назвали его так не случайно, потому что на территории в 42 гектара под раскидистыми ветвями дубов, лип здесь пасется стадо европейских ланей, абсолютно ручных. Я вся уделалась. Это хороший знак. Но удовольствие того стоит. Эмоции потрясающие, просто какой-то щенячий восторг. Несмотря на то, что я вляпалась кое-куда, но это не важно. Слушайте, ну да. Я очень жалею, что мы детей сюда не взяли. Ну да, детей не взяли. Их здесь столько, и ко всем можно приставать. И они ручные. Абсолютно, да. Обычно олени дикие, такие, к ним вот так не подойдешь. Даже когда их держат за градках, они не подходят практически. А эти уже, видимо, привыкшие, адаптировавшиеся. Многие приносят с собой какие-то сухари или покупают здесь вот в лавке, прямо где продаются входные билеты в замок, можно купить корм для оленей. Но мой вам совет: захватите с собой морковки, потому что, учуяв ее, олени несутся к вам через весь парк. У меня производственная травма, друзья. Какая-то блоха попала мне прямо в глаз и, похоже, меня там куснула. Очень неприятное ощущение, но жить можно. Поэтому в эфир мы больше выходить не будем. Пока не пройдет глаз. Да, ну, года 2. Но это не точно. Благодаря этим милым животным и просто общение с ними вы получите колоссальное удовольствие, которое никогда не забудете. Чудесное местечко. Приезжайте.
общем, нам с Таней повезло, как обычно. На все события в городе важные попали, по-моему. Совершенно случайно. Oh no, feeling like I'm lost. All I want is your love. Oh, why you make me feel nice? I feel I must fly. Друзья мои, я стою рядом с атомной электростанцией Томилин. Честно говоря, после понимания того, что все это может когда-нибудь рвануть, и как это рвануть, так сердечко ёкает, даже стоять рядом. Я не представляю, как люди здесь живут вообще рядом, но... Таня, а у тебя не ёкает вот рядом? Еще как ёкает. Вообще, мне очень приятно рядом находиться с таким грандиозным сооружением. На обратном пути домой наш путь лежал мимо города Табор, и я не мог в него не заехать. Он находится в 80 километрах от Праги на юг. Он был основан в 1420 году одним из лидеров гуситского движения Яном Жишкой. Фактически это была их главная крепость и идеальный город. Свое имя Табор он получил от названия горы, которая располагается в Назареде, и по-русски она звучит как Фавор, а по-латински ее название очень схоже с Табором. Поэтому рано или поздно в простонародье его стали называть Табор, а Табор по-чешски это лагерь. Гуситские войны – это одна из самых ярких и, возможно, кровавых страничек истории Чехии. Обо всем этом вы сможете узнать в музее, который здесь находится в Старой ратуше. Музей очень интересный, и ему следует уделять либо отдельное видео, либо посетите его все-таки сами, потому что иначе получится, что я вам вообще все рассказываю. Также под городом находится много таких катакомб и подземных различных помещений, которые вы тоже сможете посетить, обратившись в этот музей. Вам там выдадут такие специальные каски, и вы сможете ходить по плану, посещать эти катакомбы, которые находятся прямо вот здесь, вот под Старой площадью, под старым городом. I'm looking towards you, and now the battle is won. You hold on to something I need and want. В последнем видео один из постоянных зрителей, Павел Ератко, оставил комментарий: а почему я все никак не доберусь до Табора? И вот я добрался до города Табор. Aren't you tired of living on the outside? Что интересно, что в старом городе нет ни одной прямой улицы. Все они каким-то образом искривлены, и неопытный турист здесь может легко заблудиться. Right now, so don't you ever let go, no. Еще раз убеждаюсь, что каждый город в Чехии обладает своим определенным лицом. То есть это не что-то такое, знаете, серое, размазанное, одинаковое. Нет. Они все абсолютно разные. И сейчас мы идем с Таней, и опять совершенно другая атмосфера. Совершенно иная. Такую атмосферу я еще нигде не встречал. Город Табор невероятно красивый. Нет слов. These colors are vibrant. It's showing me the meaning, the answer to all the questions that I'm asking. Очаровательно, конечно.
Такой вид открывается, что сердце любого дрогнет. just as beautiful. А я люблю этот город не за историю гуситских войн, совсем нет. Я люблю его за ту атмосферу, которая присуща только ему. 'Cause our future looks so bright now. So don't you ever let go, no. Не надо так делать. It looks so bright. У нас с городом Табор связано тоже много чего. Например, мы сдавали там свой первый экзамен по чешскому языку и чешским реалиям. Это было при получении Было очень ПМЖ. страшно, на самом деле ничего страшного там нет. Так Ничего что страшного нет. давать да. такой экзамен, не бойтесь. Не бойтесь, да, ничего там страшного нет. Но волновались все. Это было уже достаточно давно, я не знаю, лет 6 назад, 7. Вот. Поэтому, ну так, нервничали, гуляли по городу. Нервно курили. Нервно курили в ожидании. Мы тогда еще курили. Да, да, мы тогда еще курили, кстати. Кстати, да. It looks so bright now. I'm looking. Вот, друзья, пакую футболочки, в понедельник буду отправлять. Размер-то есть все теперь. XS, ES, EM, EL, XL, XXL и даже 3XL. Треть из вот этого всего в понедельник я отправлю. А с остальным что делать? Что-то вы медлите со своими заказами. Ссылка в описании. Спасибо. Пока-пока.